Я рад приветствовать, дорогие коллеги, вас снова в нашей студии. И сегодня встреча уже вторая за прошедшие 10 дней с экспертами. Сегодня у нас в студии Виталий Седнев, эксперт Фонда общественного мнения, социолог, человек, с которым мы будем разговаривать о проблемах замеров общественного настроения на постсоветском пространстве, о тех тенденциях, которые демонстрируют данные социологических опросов, о тех изменениях и, может быть, даже более глубоких трендах, которые за последнее время зафиксированы в самой, наверное, спорной и в то же время самой точной из тех инструментов, тех наук, которые у политологов в распоряжении находятся, социология. Виталий, первый вопрос. Вы недавно проводили серию замеров, и сейчас, как я понимаю, процесс продолжается в Кыргызстане. Насколько те методики, которые используются на киргизском материале, могут быть спроецированы на Южный Кавказ, допустим, на предстоящие 7 ноября выборы в Азербайджане? Вот серия исследований в Кыргызстане, она привязана к будущим парламентским выборам. Мы специально подобрали подход, который не ограничивается только политическими предпочтениями населения. Мы направили наших людей в Кыргызстан и сопредельные страны: Китай, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан. Кроме того, наши люди беседовали с кыргызской диаспорой здесь, в Москве, и попытались сделать такую объемную картину, попытались диагностировать не только погоду, но и климат. Чем эта страна интересна? Страна пережила две революции. Страна находится в острейшем социальном, экономическом, политическом кризисе. Мы относимся к Киргизии не как к какому-то маргинальному случаю на задворках нашей постсоветской айкумены. Мы относимся к Киргизии как к очень важному, если хотите, эксперименту. Страна, находящаяся в чрезвычайном положении, в ходе острейших социальных и этнических конфликтов, будет делать политический выбор. И те процессы, которые идут накануне этого выбора, нам интересны с точки зрения их обобщения и возможного моделирования процессов в других странах. Каждая из наших стран не гарантирована от острых кризисных процессов. Но любопытно, что если мы говорим об Азербайджане, то мы, в принципе, уже сейчас там тоже стартовала избирательная кампания, видим совершенно другие начальные условия. Экономическая и социальная стабильность, достаточно однородная элита, чего нет в Кыргызстане. И самое главное, что за исключением темы Нагорного Карабаха нет кризисных сюжетов, которые могли бы вызвать процессы потери устойчивости режима. Отсюда вопрос. Вот все-таки ваш инструментарий, он работает именно на отслеживание эволюции социума в кризисных ситуациях? Или, допустим, он позволит выявить какие-то глубинные процессы в стабильных обществах, но, может быть, те процессы, которые не видны невооруженным взглядом? Здесь вот два замечания. Но наш инструментарий, он направлен не только на измерение погоды, но на измерение климата. Значит, есть общие процессы, затрагивающие буквально все постсоветские страны, поскольку есть закономерности развития государственности. Вот 20 лет независимой государственности, они показали, появились сильные игроки, такие как Азербайджан, Казахстан. Появились очень проблемные игроки, такие как Украина или Киргизия. С чем это связано? Произошла резкая дифференциация в развитии. Самое простейшее объяснение – это, значит, сильными являются те страны, у кого есть, собственно, углеводороды, у кого есть экономическая подушка. Но это грубый экономизм, так объяснять. Вопрос в компетентности элит. Думается, что в таких странах, как Казахстан и
и Азербайджан удалось взрастить, пусть не очень многочисленную, но группу элитарную, которая достаточно связывает свою судьбу с устойчивостью государственности и делает ставку на стабильность. Вот эта элитарная группа, на которой ответственность, она и является до какой-то степени гарантом поддержания стабильности. То есть получается, что в Кыргызстане и в Молдове такой элиты нет? Мы видим три сценария в постсоветских странах, если говорить о климатических изменениях. Значит, первый сценарий – это сценарий консервативный. Примером консервативного сценария является ярким примером Российская Федерация. То, как здесь в России боролись с мировым экономическим кризисом, главная установка – это удержать позиции, достигнутые позиции экономического, социального развития и так далее, параметры. Есть сценарий, на наш взгляд, разрушительный, когда мировой кризис подтолкнул элиты к разделению, к ожесточенной борьбе за власть, за установку доминирования той или иной группы. По этому сценарию продолжает этот путь и будет развиваться на Украине. И по этому сценарию пошла Киргизия. Есть третий путь и третий сценарий, который, на наш взгляд, кажется очень перспективным и на который, возможно, вступит Россия. Так для себя мы этот сценарий называем сценарий авторитарной модернизации, когда используется достаточно жесткий тип власти, с демократическими процедурами определенными, и устойчивое ядро элиты проводит стратегический курс на развитие страны, имеет более-менее четкий 10-летний, 15-летний план развития. Вот мне кажется, если описывать сценарии в наших постсоветских странах, так или иначе, каждая из стран укладывается в один из этих трех сценариев. Любопытно, допустим, стратегические программы до 30-го года, они вообще насколько имеют под собой какую-то почву? Вы знаете, они имеют два следствия. Первое следствие – это политическое следствие. Это наличие перспективы у страны, и такого рода программы, по примеру Казахстана и их плана индустриализации, они выполняют роль в нынешних условиях, в сути, государственной идеологии. К сожалению, у России, мы с сожалением можем констатировать, и это отражается, кстати, на настроениях населения, у нас нет официально принятого от имени высших властей государства плана развития страны на долгосрочную перспективу. У нас есть региональные стратегии. Да, Например, вот недавно принята по Северо-Кавказскому федеральному округу. Это как-то, то есть можно представить, что региональные программы в каком-то смысле подменяют общегосударственные стратегии развития. Это не снимает на остроту проблемы? К сожалению, это не снимает остроту проблемы. Тоже решение вопросов Северного Кавказа, оно невозможно без федеральной стратегии, федерального подхода к этому. Тот же план Хлопонина, он упирается в ряд вопросов, которые должны быть решены на уровне Министерства финансов РФ, и здесь возникает большая неопределенность, как они будут каждый раз решаться в ходе бюджетного процесса.